Маша влетела в ЗАГС, как ураган. Сердце стучало так сильно, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. Она почти не заметила, как оказалась в центре зала, где стояли ее отец и невеста. «Папа, не женись на ней!» — выкрикнула она, и все замерли. Отец повернулся, его лицо было удивлено, но не напугано. Он медленно шагнул к дочери. «Маша, ты что, с ума сошла? Ты не можешь просто так врываться на чужую свадьбу». Маша, стоя перед ним, не могла сдержать слезы. «Ты не видишь, какой она на самом деле. Она не для тебя, папа. Ты заслуживаешь другого человека, не ее». Невеста стояла в стороне, изумленно смотря на происходящее. Она выглядела уверенной в себе, но ее лицо смягчилось, когда Маша продолжила. «Она манипулирует тобой, папа. Ты не можешь быть с ней. Ты не знаешь, какая она на самом деле». Отец посмотрел на Машу, потом перевел взгляд на невесту и снова на дочь. Он сделал глубокий вдох. «Маша, ты что, думаешь, что я ничего не знаю? Я один уже давно. Мне трудно было найти кого-то, кто хоть немного напомнит мне о счастье. Ты же не понимаешь». «Я понимаю». Маша вскрикнула. «Я знаю, что ты хочешь быть счастливым. Но не с ней. Ты не видишь, как она тебя использует. Ты не можешь быть с таким человеком». В зале повисла тишина. Все были в замешательстве. Невеста сделала шаг вперед. «Ты кто такая?» — спросила она сдержанно, но в голосе звучала затаенная агрессия. «Зачем ты пришла?» Маша не отводила взгляда от ее глаз, пытаясь найти слова. «Я ее дочь», — заявила она, немного успокоившись. «Я не могу позволить, чтобы ты была с моим отцом, если ты не уважаешь его и нас. Ты не видишь, что она не такая, какой ты ее себе представляешь». Отец сжал губы и сделал несколько шагов в сторону дочери, его глаза наполнились тревогой. «Ты ошибаешься, Маша. Ты не можешь решать за меня. Я сам знаю, что делаю. Я был один долгое время, а она хотя бы рядом». Маша почувствовала, как ее горло сжимается. Ее слова не доходили до отца. Она знала, что он пережил долгие годы одиночества, но не могла смириться с тем, что он не видел, что происходило на самом деле. «Папа, ты не можешь так слепо верить», — прошептала она. «Ты просто не видишь, как она манипулирует тобой. Ты не видишь, что она не хочет быть с тобой на самом деле. Ты для нее просто способ выбраться из одиночества». Отец вдруг застыл. Он взглянул на невесту, потом на Машу. Было видно, как что-то в нем сдвигалось, как он начинал сомневаться. «Я не знал, что ты так это видишь», — сказал он слабо. «Я думал, что она просто помогала мне почувствовать себя живым». Маша посмотрела ему в глаза, пытаясь понять, что он чувствует. Тишина растягивалась, и вдруг отец произнес: «Ты права. Я не могу быть с человеком, который не уважает моих детей. Спасибо, что сказала мне это. Я бы не смог понять, если бы не ты». Зал вздохнул, и все взгляды переключились на невесту, которая, стоя в стороне, наконец заговорила. «Я не верю в это. Я думала, что он будет моим». Ее голос дрогнул, она обернулась и, не сказав больше ни слова, вышла. Маша стояла, не веря, что это все произошло. Она почувствовала, как ее грудь наполнилась легким облегчением. Отец подошел и обнял ее. «Прости меня, Маша», — прошептал он. «Я должен был раньше тебя послушать». Маша улыбнулась сквозь слезы. «Все нормально, папа. Главное, что ты теперь понимаешь. Мы с тобой всегда будем друг у друга». Отец кивнул и взял ее за руку. Это был момент, когда их связь стала еще крепче, чем прежде. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вас ждут еще много интересных и вдохновляющих рассказов.